Та щоб ви всі пролилися, я тільки збрався спати. Після роботи голова не варить. Як мене набридли ці випробування обладнання. Якби зробили голосно бавовна при черговому включенні. І моди родити набридло. Тестувати з чужими модами набридло. Не хочу, я старий від всього. Відчепіться. Что ж, если у вас после просмотра дурацкого скетча не вытекли глаза и не свернулись в трубочку уши, значит, вы вполне готовы дальше смотреть видео. В таком случае, добро пожаловать на днище. На днище модостроения. Казалось бы, все тесты уже были сделаны, прекрасно видно, что War Tanks на около минимальном борду не тормозит, играть в нем даже игроку из красной команды не посоветуешь. Но в нашу редакцию поступила жалоба от бывших соседей по ангару, с которыми дружба у нас не заводилась очень давно. К пояснительной записке был приложен видеоматериал с YouTube канала под названием «Смертный Бог», в котором со слова владельца ангара и производственного помещения сообщается, что модификации для клиента игры «Мир танков», пиратской версии War Tanks для Республики Беларусь и Российской Федерации, если что, под названием «Мир танков. Истоки», могут негативно влиять на производительность компьютера, однако конкретных моментов, где возникают проблемы с валидностью, названо не было. Был поставлен вопрос «За FPS не боитесь?», ставший в итоге причиной довольно крупного конфликта, схлопнувшегося буквально под конец недели. Мы специально выдержали паузу перед публикацией результатов нашей экспертизы, чтобы дождаться, когда ситуация остынет, а пыль уляжется, но вынужден сообщить, что в подлинности часть результатов мы сами до конца не уверены. Ознакомлю вас с регламентом испытаний. Наш тестовый стенд прожита 75 мод 35 был возвращен в исходный вид, за исключением процессора, и по-прежнему является Intel Core Duo E7500. Видеокарта NVIDIA GeForce 86 GT с 256 ГБ видеопамяти, ОЗУ 4 ГБ DDR2 800, 4 паками по 1 ГБ. Операционная система 64-битный Windows 7 с обновлением по январь 2023 года. Все дисковые накопители в данном стенде являются HDD, твердотельные отсутствуют. Тест был проведен на следующий день после получения жалобы. Между его проведением и выходом данного видео прошло достаточно времени, и часть проблем могла быть устранена авторами модификации или его издателем в европейском регионе. К слову об издателе. Истоки, как уже было сказано ранее, являются набором модификаций для пиратской, или еще как называют поддельные игры. Для остального цивилизованного мира осталась вот эта классика, издаваемая игроком с ником Mr. Fishstars, позывной напиток, на Вагамоз. Впрочем, игру снят с пиратских серверов, пытаясь своими ластами пролезть на еще не отмытые в грязи Вагамоз, пользуясь тем, что оттуда никто не убрал кнопку авторизации через СНГ регион, которому свечку поставили 25 сентября прошлого года. Но это тема для другого разговора. Были взяты оригинальные варианты модификации и проведения теста производительности, актуальный момент проведения теста, 12 марта 2023 года. Но перед тестом с модами хотелось бы узнать, как себя чувствует оборудование с детственно чистыми папкой Mods и Mods, в которых только стандартный Redmi текста лежит. В ангаре за прошедшие 1,5 года ничего не менялось. Как ходили жуткими тормозами, так и прибавим в них все время нахождения здесь. Параметры графики игры те же самые, что тогда. Все прижато минимум по максимуму, так сказать, картофель в пюре.
Тормоза в постоянно обновляемом интерфейсе игры на базе Guiding Gameface для такого железа вполне обыденное явление. И чем дальше по опытам, тем более удручающее зрелище мы наблюдаем. Даже хуже, чем в огневый режим боя. 0. Даже не в бою. В ангаре, ё-моё! В этот раз мы решили ценить производительность не как обычно в учебном полигоне, а сразу в случайном бою. Возможно, это и стало ошибкой, сразу же сделать взятый нерелевантными к прошлым забегам. Кажется, такой FPS я наблюдал, когда играл в 2012 году в ноутбуке со встроенной графикой процессора Intel Celeron D3000. Прицеливаться было одно удовольствие, даже малейшее движение мыши превращало все в великолепное слайд-шоу, в котором шанс попасть хоть куда-то неверно мал. Я готов слушать ваши вопли про мои навыки игры, за 11 лет не научился играть и бла-бла-бла. Ctrl-W отсюда, ну или Command-W, если вы инакомыслящего компьютеростроения. Вас сюда не звали. Ради эксперимента попробовали включить выражение ХП-техники в списках вокаб-экрана. Можно было ничего не менять, ибо коль заметной разницы эта настройка не показала, а сила сэкономили на краске.
Свою бесполезность и беспомощность в этом бою мы успешно доказали. Но одним боем убедительный результат не составишь. И с этого момента начинаются косяки, которые привели команду экспертов к мнению, что качество анализов, мягко говоря, так себе. Отвечавший за проведение испытаний забыл включить генеральное сражение, которое требует ответственности явно больше, чем представляемое нашим тестовым оборудованием. Предупреждение от игры здесь очень к месту. Она, похоже, о чем-то догадывается. Командир ТВП Т-50 пропел свою стандартную реплику почти одновременно с окончанием вокальной части великолепной вступительной композиции карты Клонтай. То, что мы видели и услышали, усилило впечатление происходящего. Кор из последних сил пытается рендерить огромную карту на крошечных возможностях 8600 GT. Мучается, заливая чернотой в процессе, обрушит FPS до нуля. Забытая настройка игры галочка поставила под сомнительность теста, но дала ответ на очередной вопрос из разряда «что если?». Бойтесь своих желаний, им свойственно сбываться, особенно если это мечта идиота. А возможность нормально прицелиться на машину противника можно только грязно пошутить. Ее здесь не ожидается. Но, как уже было сказано ранее, генеральное сражение не предназначалось для такой немощи. Случай не гарантийный, хотя кого это волнует.
На этом тестирование производительности без установленных модификаций заканчивается. Открываем с двух столов страницу VG-Mods. И вбиваем в поиск вот это. Скачиваем все, что видим, и запускаем вот эту игру. В предвкушении повышения атмосферы тех самых танков, до высоты Останкинской башни и до средневысоты полета до момента взрыва пятых точек рьяных фанатов Мишелини с патчи 0711-075. Начало уже впечатляющее. В давние времена клиент World of Tanks тоже зависал на загрузке, вполне достоверно предукция этих самых проблем. Однако здесь проблема в другом. Издатель модификации не перенес измененный файл блоу интерфейса из папки 1.19.1.0 в 1.20.0.0. Вероятно, от этого игре и поплохело. Отжимаем Alt F4 и исправляем это недоразумение. Положили папку на законное место, игра смогла запуститься, пройти авторизацию подательной тракстического экрана, и нам игра торжественно сообщает, что производительности компьютера может не хватать. Так кто же FPS соврал, если не мод от Мистер Бенди и компании? На чистом клиенте так не появлялось. Погодите, мы даже сделать ничего не успели, как клиент игры взорвался жидким стулом игрока, на танк которого чисто случайно уронил снаряд игрок на аппаратном классе техники. Браво! Не лишним будет напомнить, что Wargaming не гарантирует стабильной работы клиента World of Tanks при наличии в нем модификаций. Перед вами идеальная иллюстрация данного предупреждения.
Даже после перезапуска клиента, пускай и аварийного, нам продолжает напоминать о нехватке производительности компьютера. Меню настройки игры не может предложить настройки ниже минимальных, если не считать разрешение экрана. Поэтому закрываем его и едем в бой, снова надеясь на погружение в бочку хорошо настоявшегося концентрата World of Tanks 2012 года. Ну либо заменителя неэтичного искусственного. Но сначала сменим сервер обратно на EU3. Вот еще одна причина, по возникновению которой мы усомнились в корректности тестирования. Не до конца настроен интерфейс игры. Однако, по сравнению с косяком покупщика мода, такая ли это жуткая оказия? Ребят, монтажер хотел поинтересоваться, вы там не оглохли еще? А то он очень сильно беспокоится за ваш слух. Его оглушило в процессе редактирования этого видео. Давай по новой, Витя, все фигня, говорят на аппаратный. Настройки интерфейса перепроверили, выходим в бой еще раз.
Не будем томить вас сожжением боя и сразу берем ко второму проходу. Придираться к верстке верхней части таблицы и названию карты показано мы не вправе, так как со слов проверяющего испытания его неявно приближали к помощи с позиционированием, что никого не видеть. Попросили ставить шутку по этим напольным заклятиям, но у нас не нашлось подходящей. Внимательные зрители могли заметить, что когда мы в первый раз включили оверлей MS Afterburner, а мы об этом умолчали, наблюдалось повышение FPS. Если нам не соврали, то смертный бог просил графики среднего FPS, а также редких и очень редких событий. Возникает справедливый вопрос. Насколько достоверно показание этих графиков, если оверлей сжирает весомую часть ресурсов и без того перегруженные видеокарты?
Наконец-то. Наконец-то убрали садовую технику от души. Настолько отвратительной работы со звуком нам слышать не доводилось до сегодня. Разработчики модификации советуют отрегулировать громкость в настройках, называя это решением проблемы. Может, пора им еще за каждого травмированного слуха ракетики грести, а не только за салонные кадры. Того и гляди, на Марс улетят или еще дальше, колонизируют планету, сделают ее миром танков. Идеальный план, надежный, как склеенные ласты. Какой же вывод можно сделать из этой запутанной истории? Да никакого. Один породил бугурт вполне справедливый, второй на него повелся, а третий споткнулся и застрелил дуплетом обоих виноватых. Да снаряды попались хвостые. Однако результаты экспертизы сводятся к тому, что данные моды пагубно влияют на стабильность клиента игры, нежели на FPS. Графическая подсистема становится значно хуже, и это обусловлено крайне непонятной утилизацией скайбоксов, возможно даже ее отсутствием. К установке рекомендовать их не можем, но так как альтернатив нет, кушать подно, садитесь жрать, пожалуйста. Не забудьте присутствовать с вашим лечащим врачом, мы несем ответственность за ваши ошибочные действия. Напоследок хотелось бы уточнить, что к моменту выхода этого видео у набора модификаций успело выйти крупное обновление всех, ну или почти всех дополнений для их игры. Переклейка эмблем для World of Tanks могла произойти либо в день релиза для пиратки, либо будет чуть позднее. В начале видео уже говорилось, что наш тест на актуальность претендовать не может, ввиду сильного разрыва по времени между завязкой конфликта и началом подробного изучения проблемы. Если эти 35 минут потраченного на нас времени чего-то стоили, значит работа проделана не зря. По окончании вас ждет сжатый комментарий от одного из разработчиков, касающийся FPS с установленными модами и без него. На этом мы с вами прощаемся, и не дай бог увидеться нам снова. FPS снизу и сверху все время примерно на равном уровне, временами даже сверху выше, ну иногда, конечно, и ниже, из чего можно сделать вывод, что либо моды на FPS не влияют, либо они его могут даже и увеличить, то есть как бы